Если вы хоть раз слышали, как открывается бутылка пива, и это сопровождалось монтажом, достойным экшн-сцены из «Миссия невыполнима», скорее всего, вы уже знакомы с Эдгаром Райтом. Его кино — это энергия, монтаж, музыка, юмор и любовь к деталям, которая поражает даже видавших виды киноманов. Я посмотрел все фильмы Райта и хочу рассказать о каждом из них. Но не просто о сюжете, а о том, как он это снял, почему его стиль так узнаваем, и почему он один из самых авторских режиссеров последних 20 лет. Дебютный полнометражный фильм Райта, снятый, когда ему было всего 20 лет. Это дешевая пародия на спагетти-вестерны, снятая буквально за копейки. Фильм почти нигде не показывают, он никогда не получал широкого релиза, но он важен, потому что уже здесь видно стремление Райта к жанровой иронии и монтажным фишкам. Уже тогда он активно использует резкие склейки, ускорения, приемы визуального юмора, вдохновленные Looney Tunes и MTV. Свет в фильме максимально естественный, без стилизации, но даже это подчеркивает независимый дух проекта. Музыка минималистичная и нарочито комичная, пародируя классику вестернов. Первый фильм трилогии Корнетто и, возможно, лучшая зомби-комедия в истории. Монтаж здесь задает ритм. Серия быстрых склеек – это не просто прием, а структурная основа повествования. К примеру, сцены пробуждения героя и его прогулки по улице повторяются с изменениями, визуализируя, как обыденность становится катастрофой. Свет играет важную роль в смене настроения. Теплая, желтая палитра сменяется синей и серой, когда наступает зомби-апокалипсис. Музыка – одна из сильнейших сторон фильма. Райт использует треки Queen и других исполнителей не как фон, а как движущую силу сцены. В Don't Stop Me Now каждый удар зомби совпадает с ритмом песни. Это монтаж, поставленный как танец. Сюжет про лондонского суперполицейского, которого отправляют в деревню, где все слишком идеально, пока не начинаются убийства. Райт играет на контрасте. Монтаж боевых сцен и экшн-склеек применен в самых банальных действиях, например, подписание заявления или поезд в деревню. Свет здесь подчеркивает абсурд, теплая британская идиллия, и при этом жесткие контрасты, резкие тени в духе нуара. В финале, при перестрелке на площади, он использует насыщенный цвет и свет, усиливая гиперреализм сцены. Музыка – смесь оркестровых пародий на голливудские саундтреки и напряженных хоррор-мотивов. Все с иронией, но профессионально. Один из самых визуально смелых фильмов 2010-х. Здесь все подчинено эстетике комикса и видеоигры, панчи, надписи, саунд-эффекты, цветовые вспышки. Райт использует свет как эффект, сцены с главной героиней в мягких пастельных оттенках, бои в неоновых всплесках. Пространство постоянно деформируется, следуя за эмоцией героя. Монтаж как видеоклип, но с режиссерской логикой. Переходы между сценами идут через визуальные трюки, развороты и мультипликационные эффекты. Музыка здесь играет центральную роль. Группы в фильме реально исполняют композиции, записанные Бэк, Метрик и другими. Ритм ударных часто совпадает с движением камеры и актеров. Пять друзей пытаются завершить «Золотую милю», 12 пабов за вечер, но сталкиваются с вторжением роботов. Это наиболее личный и драматичный фильм трилогии. Райт ставит в центр тему зависимости и ностальгии и делает это через жанровую маску научной фантастики. Визуально фильм выдержан в прохладных, металлических оттенках. Синие огни внутри роботов создают ощущение искусственности и холодности. Сцены боев сняты в длинных, хореографически выстроенных кадрах с минимальным числом склеек, монтаж работает на ритм, но без избыточности. Музыка – это треки 90-х, символизирующие прошлое героев, и каждая песня вызывает ассоциации у персонажей и у зрителя.
Райт писал сценарий под заранее подобранную музыку, сцены строились по структуре треков. Здесь монтаж буквально синхронизирован с ритмом, каждый шаг, выстрел, поворот руля совпадает с битом. Свет и цвет подчеркивают жанровость, неон, резкие тени, контраст между солнечным днем и темными тоннелями – все подчинено эмоциональному темпу. Фильм снимался без зеленых экранов, трюки выполнялись вживую. Музыка играла прямо на площадке, а актеры репетировали под треки, как танцоры. Это один из самых музыкально снятых фильмов в истории. Психологический триллер, вдохновленный Хичкоком, джалло и нуаром. Впервые Райт берет женскую перспективу и делает ее центральной. Главная героиня попадает в прошлое и теряется между фантазией и кошмаром. Свет здесь – ключевой инструмент. Неон, отражение, мягкий фокус – все работает на создание атмосферы сна и тревоги. Сцены сменяются как в потоке сознания. Зеркальные трюки, где героиня видит себя в другом теле, сделаны без графики, через хореографию и точно выстроенные декорации. Музыка, дух 60-х, трип-хоп и психоделия. Райт снова подбирает треки заранее, чтобы сцены писались по ним, а не наоборот. Документальный фильм о легендарной группе Sparks, которую Райт обожал с детства. Это первый док в его карьере, и он сделан с той же любовью к деталям и монтажу. Райт использует анимации, фрагменты старых телешоу, интервью, монтаж клипов и игровые реконструкции. Свет и цвет здесь варьируются, от архивных пленок до ярких студийных интервью. Музыка, очевидно, играет главную роль, и монтаж подчинен ей. Каждая секция фильма ощущается как отдельная музыкальная композиция со своими акцентами, паузами и динамикой. Этот фильм – признание в любви творчеству других, но сделанное с характерной энергетикой Райта. Эдгар Райт не просто человек с чувством юмора и любовью к монтажу. Он один из немногих режиссеров, кто воспринимает кино как музыкальный инструмент. Он использует камеру, звук, ритм, цвет и актерскую игру как единое целое. Каждый его фильм – это жанровое кино, сделанное с уважением и дерзостью одновременно. Он не боится быть стильным, не боится быть смешным, и главное, не боится быть искренним. Если вам важно, как снят фильм, а не только что в нем происходит, вы обязаны посмотреть все, что снял Эдгар Райт. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если хотите больше разборов фильмов, снятых с любовью. До встречи!